Когда мы говорим о наших мамах, бабушках, прабабушках, мы видим маму в затасканном халатике, такую женщину уже, может, там после 40, усталую от жизни на кухне. Когда мы говорим о бабушке, мы видим такие морщинистые руки, женщину, которая уже прожила жизнь. Я почему-то вижу ее в фартушке, хотя моя бабушка никогда в фартушке не ходила, но такой, знаете, архетипичный образ. Когда мы думаем о нашей прабабушке, мы, если нам кому-то довелось ее встретить, мы думаем о какой-нибудь там совсем сухонькой старушке, у которой было, ну, не знаю, может быть, трясущиеся руки. Но я предлагаю подумать вам сейчас о своей маме, о своей бабушке, о своей прабабушке, как о молодых горячих женщинах, которые занимались сексом, которым было сладко, которые лежа на сеновале, в своих кроватях, в Дворце культуры, на море в Крыму, жарко обнимали своих мужчин, забрасывали ноги им на спины, выгибались в экстазе, чьи соски сосали мужские губы. Вот этих женщин, представьте себе, они ваши мамы, бабушка, прабабушка. И 7 поколений женщин, мамы, 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 мам. Представьте себе их молодыми, красивыми, сексуальными. Это сложно? Это не ново для вас? Вам не ново, что ваша мама занималась сексом? И что вы родились на свет, потому что ваша мама очень сладко стонала под вашим папой? Или это так нельзя говорить? Это не табу? Как-то некомфортно. Бабушка еще нормально? А вот вы знаете, а родились-то вы, потому что ваша мама с вашим папой жарко занимались сексом, и у него была великолепная эрекция, и у него были яйца, как у коня. И мама, любила это тело, и мама стонала под этим мужчиной. И они принимали различные позы, и вы не были, результатом какого-то, знаете, волшебного динь-динь, и произошло. Это было очень жарко, там было очень много запаха, там было очень много жизни, там был пот, там были стоны, поцелуи, там была слюна, которая смешивалась с слюной другого человека. И ему было очень хорошо на ней или под ней, я не знаю, в какой позе вас зачали. Но вы гарантированно результат того, что ваши родители занимались сексом, и им было сладко. И то, насколько у вас сегодня много жизненной силы, это то, насколько кайфанули они во время секса. И то, насколько жизненны ваши дети, насколько они активны или пассивны, это то, сколько вы кайфанули во время, во момента соития. Как вам эти новости? И когда вы танцуете на дискотеке, или в каком-то ночном клубе, вы можете танцевать только 2 способами. Или так, как мама, когда она лежала под вашим, когда она занималась сексом с вашим, папой, вы или, если вы танцуете, я, например, танцую, я вся извиваюсь, у меня руки непроизвольно, трогают тело. Мне надо какое-то, знаете, внимание, чтобы, не трогать себя во время, танца. У меня какие-то такие извивающиеся, восточные какие-то движения. Или, я танцую. Понятно? Это мой папа. Это мой импринт, а вот это моя мама. И я понимаю, что им было сладко. И вы никаким другим способом не танцуете. Есть только мама, занимающаяся сексом во время вашего соития, и папа. И вы сегодня вечером, сейчас поедете в ночные клубы и начнете смотреть на всех людей вот такими глазами. Вы увидите, что это только 2 их родителей занимаются сексом в поддержку, их рождения. И вы увидите вот таких. Я вспоминаю свой корпоратив. И вы увидите, и вы ничего
другого, кроме двух мужчин, то есть мужчины и женщины, занимающихся сексом, не увидите больше. Вам будет иногда смешно, иногда весело, иногда грустно, когда вы будете видеть, когда человек говорит, знаете, я не танцую. Да, есть такие, которые вообще вот, ну, вот, не заставишь ничем. Зажатые, напряженные. Ну вот так сексом занимались их родители. Вы результат того, что ваш отец и ваша мама занимались сексом. И вам придется с этим встретиться. И, конечно, ваш внутренний ребенок может говорить, о, нет, это too much, это, нет, бабушка с дедушкой еще может быть. Но мои родители, да они вообще не сексуальные. Папа в жизни маму не обнял. Потрогайте себя. Потрогайте. Все, кто думает, что папа маму никогда не обнял, а мама вышла за папу, она его не любила. Сколько я историй этих слышала. Папа маму любил, а мама не любила. Потрогайте еще раз себя. Вспомните, как вы танцуете. По-моему, ваша мама лукавила. Ой, я никогда ни одного оргазма не получала. Если вы получаете оргазм, если вы наслаждаетесь жизнью, ваша мама просто говорит, от себятину. Почувствуйте себя сейчас. Какая вы стали? Что с вами сейчас? Как будто шампанского надо возле живота пролить. Да. Это поднимается сексуальная энергия. Вот, да, сексуальная энергия чувствуется. Скажу вам больше, что если ваши родители живы и живут вместе, и они по-прежнему пара, то каждый раз, когда они занимаются сексом в поддержку вас. То есть у вас сексуальной энергии становится больше. Отсюда вы поймете, почему люди, например, не разводились, или почему развод родителей делает так больно детям. Потому что ребенок больше не будет физически ощущать вот этого прилива, когда у родителей секс, но у ребенка прилив жизненной силы. Дети всегда будут хотеть соединить родителей вместе, хотя бы на секунду, хотя бы увидеть. И ребенку очень хочется услышать, если родители в разводе, такие вещи, что мама на самом деле любила папу, или что папа на самом деле обожал маму. И когда ребенок имеет возможность убедиться в этом, знаете, он находит какие-то старые фотографии, где видит, какую-то вечеринку, папа с мамой танцуют танго, у мамы декольте, папа тогда смотрит, у него глаза полные желания, и вы понимаете, он хотел мою маму, он ее хотел, и откуда-то у вас появляется очень много драйва, потому что вы родились в результате того, что эти двое занимались сексом.